Привет, друзья! Model Y 2025. Мы уже ее мучили, как только мы ее не трогали. Мы разбирались, почему она с такой внешностью, почему внешность Model Y поменялась. Следующее видео мы смотрели на то, как она выглядит в шоуруме. И теперь, наконец-то, у нас есть шанс прокатиться на этой машине. И главное, и самое полезное для вас, мы выясним, стоит ли вам потратить деньги на новую Model Y, потому что Слава, владелец этой машины, как раз расскажет свой опыт эксплуатации этого автомобиля спустя 2 месяца. И предыдущая его машина как раз была вот такая вот Model Y. Здесь даже, вот видишь, ступень. Да. Там этой ступени нету. Вот покраски. Да. И у шефа на машине точно так же. То есть вторая точно такая же, такого же цвета? Да, точно такого же цвета. От предыдущей, то, что у меня всякие фиговинки были, Блин, от здесь прям предыдущей, роскошь, подушечки, ковер. вот эти с предыдущей машины у меня были вот точно такие же. Они сюда не подходят. Это я уже отдельно их брал для этой. А с предыдущей вот этот... В смысле, а вот это не входит в комплектацию? Вот этот Нет, кусочек? этого не входит. Это вот этот чехол, вот этот. То есть вот это уже продают китайцы? Это да? китайцы продают. А У меня вот, на предыдущей... выглядит просто, как будто она здесь всегда У была. меня на предыдущей все было то же самое, но оно сюда, Андрей, от той я сюда не подходит. Я напомню, как это... Там здесь просто было. дырки, видишь? А, здесь дырки, да. И здесь не видно, где заканчивается, кстати, где заканчивается крыша, где заканчивается стекло. Да, а здесь, черное. а здесь вот, А здесь все четко видно. ну и да, Интересно. закрытие дверей слышится разница. Не намного, А ну. но слышится. А ну, тестируем. Да. Шпак. Первый мой тест-драйв новой Model Y. Посмотрим, чем отличается. Я специально сегодня покатался на предыдущей Model Y для того, чтобы быть максимально объективным. Вот, кстати, вот если на ней ты поездил, то можешь заметить именно руль, что он чуть-чуть резче. Да, я говорю, это... Все, я теперь буду чувствовать, что руль резче. Слава, владелец Model Y. Счастливчик. Счастливчик. Один из первых, ну, на самом деле, да? Ну, как бы... По дорогам их не так много было 2 месяца назад. Сейчас Да. уже все больше и больше. Первое, что вы видите, это второй дисплей здесь, и мы к нему вернемся позже. Это Слава занимается доработкой автомобиля, он любит механику. У него есть свой собственный YouTube-канал, там, где он показывает себе, как эта штука работает. Как Вот её- пультик. Ага, вот здесь вот Так, пультик. нажал, чуть-чуть как придержал его. Да. Потом уехала. И ничему не мешает, все сделано так, что спокойно телефон входит. Но то, что я точно замечаю, вот сразу же, с первых секунд, это как лучше работает подвеска. Она как-то Мягче. ощущается плавнее. Даже учесть, что колеса, резина на 20-х дисках, резина чуть меньше. Чем было на предыдущем. Да, предыдущие у меня были 19-е диски, естественно, резина выше. И все равно это мягче, чем та. Мне что еще понравилось? Когда я только эту взял, и у меня сразу первая мысль, сейчас мне опять все настраивать. Я удивился, когда руль, сидушка и даже те, которые у меня музыки были сохраненные, все тут раз, и руль, и сидушка, все стали на свои места. Я такой, нифига себе, настраивать ничего не надо. По аккаунту с предыдущей машины все сюда перешло. Я ничего не настраивал, но само все встало. Как замена телефона. Да. Все настройки, сохраненные с прошлой машины, остались здесь, появились здесь. Как насчет рычажка? Рычажок не имеет двойного хода. Нету. То есть у него всегда только одно касание. Да. Вне зависимости от того, как раньше можно было указать поворот, и можно было включить прям поворот. Сейчас вариантов нет. Указать поворот, включить поворот — это одна клавиша. Опять же, к этому привыкаешь очень быстро. И В общем, оно никакого дискомфорта не создает. С точки зрения комфорта, прям, мне кажется, субъективно на процентов 30 лучше. Да. Да, Но есть такое? опять же, как новая игрушка. Маленькое даже изменение, но это новое. Ты, ой, новое, классно. Здесь вроде как руль, ну, по Он незначительный. заявлениям очевидцев, стал резче, но общее ощущение, как будто бы все стало комфортнее. И педаль акселератора вроде как не такая резкая в последних прошивках. И как-то они в сторону комфорта ее. Кожаные мешки очень сильно
нацелены на ощущения. И вот эта машина дарит именно ощущение комфорта. Вот она в эту сторону двигается, и это прекрасно, потому что это семейный автомобиль. Я не понимаю, кому из людей, которые покупают эту машину, хочется чувствовать себя на треке. Позапрошлую неделю я ездил в Сакраменто. Я просто получаю удовольствие, потому что едешь 90 с лишним процентов пассажирам. Она даже сама паркуется на зарядку. Чуть-чуть неправильно, но паркуется. Люди, И- которые не пользуются автопилотом, они такие: мне это не надо, я хочу водить. Да. Что можно сказать таким людям? Маленькая предыстория. Когда-то давно, когда я в первый раз увидел машины с автомат-коробкой, я говорю: ой, автомат-коробка это для женщин, нет, это фигня. Прокатился на машине с автомат-коробкой и сказал: какой же я дурак, нафиг мне эта механика сдулась. И причем автопилот здесь до такой степени адекватный, он классно работает, порой даже думаешь, он как-то даже борзо работает. Да, Но- можно менять режимы уже. Но он работает очень хорошо. Мне не нравилось в предыдущей, когда давали бесплатные автопилоты, там 2 раза давали на месяц. Вот она как старичок выйдет в левый ряд и едет в этом левом ряду. Неважно, я вот менял вот эти вот стандарт, быстро. Все равно она в левый ряд выезжает и едет. И приходилось поворотом ее корректировать, обратно загонять. Это в стандарте едет очень классно. Она обгонит и опять становится в правый ряд, когда по трассе едешь. По поводу автопилота между предыдущей и вот этой новой, какие изменения и дало ли что-то, что это новая машина с новым уже, с новой версией автопилота? Есть ощущение, что что-то поменялось? Оно же всегда постоянно обновляется, улучшается. По большому счету нету изменений. Когда здесь я увидел, что здесь пожизненный автопилот включен, Да. я только в первую очередь из-за этого зацепился. Там автопилот. А мне шеф говорит: ну ты же им особенно не пользуйся. Я говорю: неважно. Но Зато здесь он не есть. только это включено, здесь еще и буст включен. Эта машина быстрее, чем Да, она быстрее якобы на секунду, наверное, или там на на какие-то. полсекунды, да. Или- ну, Ну, что в принципе много, если говорить о маленьких секундах. Если мы говорили о 8 секунд, там полсекунды не важны. Но так как Да. мы говорим здесь в районе 4 секунд, то полсекунды это прям важно. Есть ли какое-то ощущение, что эта машина качественнее собрана в середине? Какое-то удовольствие от нового интерьера присутствует? Да, вот удовольствие от нового интерьера, да. Особенно вот эти вот подсветочки мне очень нравятся, то, что светится. Потому что на Шевике тоже вот это была вот неоновая подсветка. И мне очень нравилось. И то, что здесь сейчас эта подсветка появилась. И самое интересное, что они здесь оставили решеточки. То есть в предыдущих моделях, когда делали плейт, вот эта ткань, она закрывала динамик, и они специально убирали лишний дополнительный отдельный материал, который подчеркивает, что есть динамик. Здесь, наоборот, вырезано и вставлена другая заглушка, то ли пластмассовая, то ли какая-то металлическая, по-моему, пластиковая, которая подчеркивает, что здесь есть динамик. То есть абсолютно другое отношение к интерьеру. Кстати, по поводу музыки. На предыдущих машинах не акцентировалось, что это премиальная акустика. Не было акцента. Да. И мне все равно такое ощущение, как будто в предыдущей машине музыка, звук был лучше. Или, по крайней мере, ничего не изменилось, хотя здесь 2 динамика добавлены еще. Да, должно быть здесь прямо с музыкой порядок. Но вот мне кажется, что вообще вот или даже может чуть хуже, или вот один в один ничего не изменилось. Потому что даже расположение динамика играет большую роль. На предыдущей вот здесь есть высокочастотники еще. Здесь их нету. Это подтверждение тех мыслей, которые у меня возникли. Мы сейчас разбираем фару вот новой Model Y, потому что мы хотим ее пересобрать и поставить в новую версию Cybertrin с нашей широкой Model 3 в обвесе. То есть ходовой огонь ставить вверх, а линзу ставить вниз. И когда мы разобрали именно фару, оказалось, что вместо нескольких линз или диодных огней и линз, таких сложных Как матричных, матрицы, да. здесь всего одна линза, которая справляется со всем, и у нее банальная регулировка. Обдув начал работать как вентилятор. Свингует, влево-вправо двигается. То есть прилетела обнова, появилась вот такая вот кнопочка. Кнопочка это нам показывает стрелочки влево-вправо. И вот обдув у нас идет слева направо, очень медленно, как китайские вентиляторы. Но это ли не прекрасно?
Когда ты садишься в машину, она такая, так, теперь у тебя обдув может работать так. Мне нравится такой момент, то что подлокотник на предыдущей было как положено, Защелочка. защелочка, на нее надо нажать и открываешь. Здесь этого ничего нету, просто по-дешмански вот закрылось и все, вот просто прикрыл. У меня также в Иксе. А, да? Да. Якобы меня также говорили, в Иксе. что здесь тоже И- на и магнитах нет. Мне наоборот нравится. Да? Почему? Я в подлокотнике я храню брелок открывания ворот. Потому что на Иксе нету вот этого козырька. И вот этот брелок открывания ворот у меня здесь. И, допустим, на Вайке, когда я ездил, или на Тройке, постоянно вот эта защелочка каждый день вот там, она так клацает туда-сюда, а здесь наоборот. То есть это рассчитано на тех, кто пользуется вот этой штукой постоянно. Я просто, Это удобно. знаешь почему? Просто мы выросли на том поколении машин, когда всякие кнопочки, вот эти ручечки, может быть, вот этот просто как-то Когда есть ощущение сказывается. надежности, так закрыл, Да, закрыто, всё, и ты ее уже не... закрыто. Да. А тут, ну что, Тогда в новой Toyota Sequoia я видел, там на ключ сейф закрывается. О. Просто можно прям... Можем мы подробнее коснуться вот этой вещи, здесь дополнительного экрана? Потому что возникает вопрос, а неужели вот этого экрана мало и нужен был еще один экран? Дело в том, что раньше, когда на всяких машинах ездил, у меня всегда стоял какой-нибудь экранчик, и я всегда смотрел фильмы и прочее. И вот это с тех пор так и пошло. Здесь на ходу ты не посмотришь ни фильмы, ничего. И второй экран чисто для этих целей, чтобы на ходу мог и кино посмотреть, и музыку записываю в видеоформате. Ну, в итоге вот этот дисплей, он автоматически, как мы видим, да, он там двигается. Сколько времени заняло разработка и вообще как возникла идея и как это вообще стало реальностью? Ну, во-первых, пустота здесь. Ну, что за пустота? Чем-то надо заполнить. Том... Ну, у меня обычно заполнено телефоном просто положено. Это не то заполнение. Вот. Потом, я на ходу на этом экране что я вижу? Я вижу только дорогу, вижу навигацию. Мне этого мало. Я хочу, чтобы у меня что-то шевелилось, что-то крутилось, что-то играло и красиво было. Все. Взял кусочек деревяшки, вырезал фанерку, подставил. Вот так вот. Ну и давай смотреть, какой экран сюда подойдет. Планшет Lenovo. Брал мощный игровой для тех случаев, чтобы он не тормозил. У меня здесь только музыка заточена под музыку, больше ничего нету, поэтому он быстро включается, у него он быстро работает, он не тормозит. Ну и все, потом начал делать макетик. Делал я только в субботу, воскресенье, и то не всегда. Как появлялось желание, появлялось вдохновение, обычно как, когда есть вдохновение, можно и сложное сделать, когда его нету, можно и простое испортить. Поэтому делал по вдохновению примерно месяца 3. Очень много делал макетов, этих рычажков всех. Там даже полмиллиметра играла роль, что я помню, что у меня было 7,1 миллиметр там какого-то рычажка. Не хватало, 7,2 это уже много. 7,1 с половиной то, что надо, получилось. Ну, я лично никогда не представлял себе ситуацию, в котором я бы разместил еще один дисплей. Но под какие-то конкретные задачи, особенно если куда-то ездить далеко, вообще не лишняя деталь. Да, обратно едем всегда с Сакраменто ночью. Жена сидит и смотрит кино. Хорошо. А запас хода? Потому что анонсировали достаточно серьезное увеличение запаса хода. Батарея осталась той же, двигатели остались теми же, а проезжаете вы почти на 100 километров дальше. Это существенно. Все то же самое. Что Даже... мы получаем по факту в реальной жизни? Что, на Не- желтый не- проезжает? Да. Как положено, она же соображает. Окей. По пробегу ничего не изменилось. По батарее ничего не поменялось. Ничего. По софтвер и компьютеру и так далее, по ощущениям ничего не поменялось. По музыке каким-то таким, по наполнению не особенно большие изменения. Никаких даже. И из плюсов явных это более красивый салон, внешне приятный. И очень совершенно другие ощущения от езды. Просто больше комфорта.
из этого уже можно сделать дополнительный вывод, что если вы хотите брать какую-то машину новую, то точно не берите перформанс, потому что в этом варианте вы вот эти вот небольшие изменения по комфорту просто перечеркнете. Это и до этого был не идеальный выбор с точки зрения перформанса, потому что перформанс-машина в Тесле это не топовая машина со всеми опциями. Это просто машина, которая едет быстрее, но она будет одновременно и жестче. А зачем вам жестче, если инженеры работали на то, чтобы сделать комфортнее? И отсюда возникает вопрос, стоит ли платить за новую машину? Допустим, я понимаю, что этот вопрос не актуален в США. Скажем так, если это ваша первая машина, то для вас не будет никакой разницы, что возьмете вот эту или возьмете предыдущую. Единственный плюс от предыдущей, то что их сейчас можно взять гораздо дешевле. Не будет так бить по карману. Но если вы но если вы ездили на предыдущей и все равно хотите жить с Теслой, то да, я советую брать эту. Потому что вы сразу же заметите разницу. Даже те, которые есть маленькие нюансы, какие-то ошибочки, что-то не то с машиной, если бы спросили, какую бы ты взял бы следующую машину, однозначно Теслу. И даже бы не стал бы что-то выделываться и думать. Я как раз тот человек, который пытается спрыгнуть куда-то. Очень есть у меня желание, я смотрю на какие-то другие машины, но на безрыбье и раком станешь. Если в задачу входит пользоваться суперчарджером, если в задачу входит купить машину оптимальную за оптимальную стоимость, если в задачу входит пробег на одном заряде, и он должен быть адекватный, то по всей совокупности этих факторов, конечно, вариантов не так много на сегодняшний день все-таки. Если люди куда-то далеко ездят, то да, лучше Тесла, потому что инфраструктура очень хорошо в этом плане развита. А если ты ездишь, у тебя есть свой дом, езди заряжаться, да. И тут действительно тут без разницы какая то машина. Есть, грубо говоря, если бы я хотел ездить на заднем сидении и впереди, и я жил в Киеве, и я заряжался, как дома всегда делал, только на зарядке дома, то BMW 7 отлично подходит под эту задачу. Например. Главное, если будете покупать машину с рынка, завести ее на правильный сервис. Вы же знаете, что такое правильный сервис. Да. Вот, подписано. Проверьте все, чтобы там было нормально, все соответствовало описанию, и катайтесь с удовольствием. В любом случае, какая бы, действительно, если это ваша первая Тесла, она вас будет удивлять в любом варианте. Это точно. Но если есть возможность купить сразу уже допиленный образец, вот такой вот, ну это прекрасно. Это лучшая машина. Это всегда новая машина. Все правильно. Так что на этой ноте. В общем-то, очень простой, понятной ноте. Увидимся. Пока.